Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Любые капризы осенней погоды, зябкий ветер, дождь или зимняя стужа еще не повод прятать юбки на антресоли. Мы ведь совсем не из тех, кто сдается и готовы каждый выход из дома превратить в модное дефиле. Тем более, когда дизайнеры так старались представить на подиуме целый парад стильных новинок. Они будто знали, что никто из нас и не подумает прощаться с элегантностью в холода. Поэтому предложили фасоны, которые не только греют душу, но и радуют глаз. Так что прямо сейчас, друзья, мы вместе посмотрим, какая юбка в коллекциях осень-зима 2025-2026 заслуживает аплодисментов. Давайте обсудим главные тенденции с подиума. Отметим и, возможно, даже примерим мысленно самую топовую модель. В комментариях, как всегда, можно поспорить, оценить актуальность трендов и поделиться своим личным опытом. Ведь данное видео не свод законов моды, а скорее дружеский разговор с парой, я надеюсь, полезных идей. Приятного просмотра! Свой обзор мне бы хотелось начать с самого, на мой взгляд, комфортного тренда для холодной поры. Это, безусловно, теплая юбка. Многие бренды сегодня решили сделать моду максимально уютной, заботливой. Именно такой, о которой можно мечтать. Особенно, когда за окном крепкий мороз, снежная вьюга. Если уж очень боитесь замерзнуть, рекомендую добавить в свой гардероб модель из эко-меха марки Ferrari, Gabriela Hearst, Acne Studios или из коллекции Dolce Gabbana. Ведь подобная одежда еще и дает возможность выглядеть так, будто вы только что сошли с обложки. Но кому столь повышенная мохнатость не по душе, обратите внимание на не менее теплые варианты из плотной шерсти из драпа. Безусловно, берем на заметку твид. Тем более, когда дизайн-студия дома моды Chanel твидовый комплект с юбкой еще и дополнила брюками. Вероятно, подумали, что так будет гораздо теплее. В коллекции приятно было увидеть розовый цвет. Отдельной строкой выделю клетчатые юбки под маркой Burberry, которые, кстати, тоже идут в паре с брюками. Сам креативный директор Дэниел Ли дал очень точную характеристику представленных на шоу брендом вещей. Это одежда, в которой можно и хочется жить. Обязательно не забудем также отметить трикотажные и вязаные юбки, без которых очень сложно представить наш осенне-зимний гардероб. Бренды Acris, Tots, Max Mara рекомендуют для повседневного аутфита составлять универсальные комбо с базовым свитером. На показе модного дома Блюмарин вспомнили об энергичном и ярком гламуре нулевых. Как результат, вязаные юбки получили пушистую меховую отделку, а модель под маркой Brunello Cucinelli решено было не только украсить пайетками, но и подружить со спортивной курткой. Следующий тренд в моем списке – давно знакомая юбка-карандаш. В новых коллекциях на холодный сезон она чуть ли не главный элемент. И не переживайте, обещаю, скучно не будет. Ведь вариантов проапгрейдить эту модель сегодня масса. Можно, к примеру, выбрать на первый взгляд строгую деловую юбку, но вдруг с праздничным декором, со сверкающими кристаллами или же с вышивкой, как под маркой Elisa Up. У Каролины Эррера такую вдобавок дополнили вторым слоем – сеткой с крупными ячейками. Прозрачная – тоже неплохой вариант. Красочные принты, яркие оттенки, опять же меховая и даже юбка, которая напоминает рубашку. Нынче все имеет полное право на существование. В плане дизайна многие бренды себя уж точно не ограничивали. Если желаете следовать трендам и не нарушать строгие рамки дресс-кода, присмотритесь к модному луку из кожи с тиснением под крокодила Элизабетта Франки. Чтобы получить более чувственный наряд, выбираем кружевную модель Эрмано Шервино. Не банально смотрится юбка-карандаш, собранная из контрастных по цвету полосок от бренда Fendi, особенно в союзе с такими же по фактуре сапогами и сумкой. Сочетать модель лучше с однотонным верхом. В данном случае это трикотажные вещи. Целую модную философию озвучивает Miuccia Prada на показе линейки Miu Miu. Одежда создана, чтобы просто ее носить. Поэтому дизайнер предлагает без лишних заморочек сочетать базовую юбку-карандаш с любой одеждой, хотя и с поправкой на стиль ретро с винтажными аксессуарами. Модная юбка А-силуэта. Этой осенью у дизайнеров она тоже в любимчиках и без всяких сомнений претендует на хит сезона. В 50-е образ идеальной женщины с тонкой осиной талией, хрупкими плечами, изящными бедрами стал очередной революцией в моде. И вот сегодня пышная юбка А-силуэта – это символ элегантности, женственности, проверенный временем. Да, похоже, дизайнеры уловили нашу усталость от безликих, мешковатых вещей
и наконец-то вспомнили о трендах, воспевающих красоту. К тому же совсем не обязательно с погружением в прошлое. Новые технологии, современные ткани позволяют адаптировать модель под любые жизненные сценарии. От офиса до торжественного выхода. На подиуме было представлено сразу несколько направлений. Классические юбки А-силуэта из кожи от Альтузара или из коллекции Брэндон Максвелл – выбор тех, кто ищет тренд и функциональность. Идеальная версия без лишних деталей. Лучшее решение для девушек, кто подбирает практичный, комфортный наряд для работы. А вот дом моды Тотс предложил более расслабленную, асимметричную трактовку, делая ставку на расклешенную к низу юбку с неровным подолом. Есть даже макси в нетипичном для поздней осени жемчужно-белом тоне. Главное при составлении образа – соблюдать пропорции. Следующий тренд я назову «модная геометрия». В данном случае это угловатые юбки. В анфас они больше похожи на прямоугольники. Первые такие представила на подиуме Миуччо Прадо. Мне понравились те, что из потертой кожи со складками, завязками и швами наружу. В дальнейшем тенденцию на угловатые формы подхватили и другие бренды. Некоторые настолько рьяно, что напрочь лишили талию выразительности. И я думаю, такие модели вряд ли привлекут тех, кто отдает предпочтение мягким линиям, струящимся силуэтам и тканям. То ли дело всеми любимая юбка плиссе. Один из самых женственных трендов. Хорошо смотрится в моделях любой длины. Только не выбирайте слишком короткие. Холодный сезон не очень-то расположен к столь радикальным решениям. С уверенностью можно сказать, плиссировка – тренд долгоиграющий и, пожалуй, уже очень давно перекочевал в разряд классики. Юбка плиссе не утяжеляет и не приземляет образ. Ну а если душа просит чего-нибудь необычного, загляните в гардероб дома моды Алая. Модная прозрачность. Тенденция не новая и кочует из сезона в сезон уже который год подряд. В нынешнем гардеробе, как уверяют дизайнеры, ей тоже местечко найдется. Даже несмотря на предстоящие зимние холода. Судя по образам из коллекции Elisa Up, здесь главное в остальном максимально утеплиться. Шуба, свитер, высокие сапоги. А тонкий летящий подол лишь для того, чтобы придать силуэту воздушности, даже в объемной одежде подчеркнуть женскую хрупкость. Шифоновые юбки марки Chloé – это уже из серии бохо шик. Креативный директор бренда вновь от души наполняет наш гардероб богемной эстетикой. Полупрозрачные модели из тонкой струящейся ткани пастельных тонов она комбинирует с короткими куртками из меха и кожи. Бисерная бахрома, стразы, жемчуг, пайетки и прочий декор. Да, в тренде уже не первый сезон праздничная юбка, которую можно смело включить в повседневный аутфит. Носить с трикотажным джемпером, рубашкой, скромно мохеровой двойкой. Дизайнерский дуэт бренда Оскар де ла Рента явно решил, пусть эта осень будет для нас особенной. Как результат, они осыпали юбки пышно цветущими пионами из бусин, кусочков ткани, кристаллов. А еще добавили щедрую порцию ювелирного золота и серебра. Чтобы следовать модной тенденции, сочетаем нарядную юбку с минималистичным простым верхом. Не перегружаем образ деталями и яркими массивными украшениями. Здесь и так достаточно блеска. Высокие перчатки, аккуратная сумка, туфли-лодочки. И вот скромный наряд превращается в элегантный вечерний лук. Цвета и принты. В абсолютных лидерах традиционная для холодной поры гамма оттенков. От универсального серого в самых разных его проявлениях до глубокого черного. От светлых бежевых и карамельных тонов до темных коньячных и шоколадных. Сюда же добавим бутылочный и болотный зеленый, роскошный бордовый, амбициозный красный и рыжий, немного сливочно-желтых и пронзительных, как небесная высь, синих. Причем каждый цвет раскрывает свой характер по-разному, в зависимости от фактуры. Из модных узоров выделю клетчатый принт. Роль главного амбассадора Тартана вот уже 1,5 века играет Бёрбери, и вряд ли кому-то удастся свергнуть короля. Но сейчас свои виды на клетку имеют Брунелло Кучинелли, Брэндон Максвелл, Том Браун, Луиза Спаньоли. Правда, их версии по сравнению с шотландскими не такие разлинованные, но тем даже лучше. Есть и нейтральные черно-белые варианты, и очень даже яркие, разноцветные. Что-то в духе ретро 50-х, 60-х, как в осенне-зимней линейке Miu Miu. Также сегодня в почете люксовых брендов узор под питона. Его назначили главной модной иконой сезона. Дизайнеры дружно рекомендуют. Принт а-ля змеиная кожа оживит даже самый скромный гардероб. Думаю, стоит рискнуть.
и включить в аутфит такую эффектную юбку. Пару слов напоследок о модной длине. Сколько бы нам ни твердили о тренде на роскошные макси, однако большая часть нарядов была на подиуме все же представлена в средней длине миди. Ведь юбка в пол далеко не всегда практична, особенно в наших реалиях с моросящим дождем или слякотью. Так что если не планируете подметать тротуар, чтобы сделать улицу чище, но очень хочется длинную юбку, то обратите внимание на новомодный фасон мидакси, что-то промежуточное, длиною до щиколотки. А вот крохотные юбки мини в зимние холода обычно сдают позиции. Тем не менее, в коллекциях для них место тоже нашлось. Из интересного отмечу кожаные на утепленной основе под маркой Этро и короткие джинсовые асимметричного кроя от Изабель Маран. Что важно, при нынешнем разнообразии трендов не торопитесь тратить свой бюджет на модные новинки и полностью менять гардероб. Выбирайте то, что подходит именно вам, с учетом личного стиля в одежде. Все должно быть ко времени и к месту. От души огромнейшее спасибо, друзья, что смотрите мои видео. Благодарю за теплые лайки и неравнодушные комментарии. Для меня это большая поддержка. Всем красоты, не скучного дня и только яркого, солнечного настроения!